В Москве открылся центр 5G компании МТС. Его резиденты на оборудовании оператора будут тестировать цифровые решения для сетей нового поколения и готовить разработки к выходу на российский рынок. Эти антенны передают информацию в десятки раз быстрее, чем в сетях 4G. На таких скоростях фильм в отличном качестве загружается на смартфон меньше, чем за минуту. Введение стандарта 5G сделает реальным облачный гейминг, говорят специалисты. Сфера развлечений – не единственное направление для развития новой технологии. Перспективно это все, что касается интернета вещей. То, что предыдущие поколения, основные пользователи были люди. Чем дальше мы движемся, тем больше мы видим, что умное оборудование становится основными потребителями новых сим-карт и новые модели connectivity. Это интернет вещей. И вторая, большой потенциал развития, все, что касается умных городов, умных инфраструктур. Отметили эксперты МТС также потенциал виртуальной реальности и робототехники. Одним из резидентов центра 5G стал российский разработчик умных машин. Стартапу 3 года, его основатели создают учебные платформы и устройства, которые выдерживают экстремальные условия, опасные для людей. Например, в зонах техногенных катастроф. В таких ситуациях критически важен устойчивый сигнал, чтобы оператор мог управлять техникой на расстоянии. По большому счету роботов нет вокруг нас, потому что нет связи. Робот-пылесос есть, он ездит сам по себе, но это автономная навигация. А когда нужно решать какие-то проблемы с роботом, конечно, нужно подключаться к роботу, нужно знать, где робот, нужно мониторить постоянно робота. То есть без связи это будет просто железка. Еще резидентами центра стали компании, которые развивают стриминговые сервисы, систему управления дронами и технологию дополненной реальности. Из сотни претендентов эксперты МТС отобрали 9 проектов, из них 2 иностранных. Доступ к сети 5G для них будет бесплатным, а лучшие идеи сотовый оператор через несколько месяцев поддержит грантами. Сбор заявок шел практически 1,5 месяца. Отбирали проекты мы где-то 2 недели. С каждым проектом мы устраивали созвоны, уточнение требований, возможностей этого проекта. И после этого сформировали 9 резидентов. Общий фонд денежных грантов на поддержку стартапов и проектов составляет порядка 4,5 миллионов рублей для первых резидентов, первых участников. Отбор резидентов центра 5G продолжается и сейчас, говорят в МТС. Участвовать в конкурсе вместе с компаниями могут отдельные специалисты, которые готовы приехать в Москву и сотрудничать с оператором. Работа площадки, подчеркивает руководство, не закончится после официального запуска в России сетей 5-го поколения. Здесь будут тестировать новые технологии.